Привет, и сегодня новая распаковка. В этом пакете женские ботинки, которые я купил на заказ. Это было еще 25 августа прошлого 2021 года, а доставили вот только сейчас, 14 января уже нового, 2022 года. При этом трек номер отслеживался. Не самая долгая доставка, как-то на распродаже в ноябре какого-то года покупал музыкальный новогодний колпак, такую шляпу, и получил лишь только месяцев через 8, в середине июля уже следующего года. Я вот не понимаю, как так получается, ведь за это же время я получаю другие посылки с товарами, заказанными и позже. По итогу китаец, который отправил этот заказ, когда я выиграл диспут, обиделся и даже выругался по-английски. А цена этим ботинкам около $70. Извини, чувак, это твой косяк, потому что ты пользуешься такими ненадежными службами доставки товаров. А я лишь покупатель, который всегда прав. Поэтому эти ботинки достались уже совершенно бесплатно. Правда, девушка, заказывая их в августе, намеревалась носить их прошлую осень. А теперь уже только будущей весной. Давайте смотреть. Пакетик с чаем с лимоном. Да, вроде пара. В магазине доступны два варианта ботинок, кожаные и замшевые, цвет только черный. А черная подошва прострочена красной ниткой. В магазине представлены размеры от 3 до 9 американского, а на 36 европейский выбрали размер 5 и замшевый верх. Имеется шнуровка и сбоку замок, высотой, наверное, 10 сантиметров. Сверху вокруг берца установлены декоративные металлические заклепки по форме похожие на некогда популярные спиннеры. Если снаружи мы имеем замшу, то внутри натуральная кожа, как заявлено. Скорее всего, это так. То есть второй вариант – кожей наружу, а внутри замшей. Ботинки пошиты аккуратно, запаха нет, язык высокий, и на нем с внутренней стороны указан, наверное, артикул и размер 36. В сторону пятки идет скос. Подошва резиновая, скорее всего, из натурального каучука, немножечко прогибается под ногтем, но не такая мягкая. Имеется такой стандартный протектор. Кстати, сейчас только заметил, что здесь такая тут латинская то ли R, а здесь русская Я, симметрично. Это такой каблук только подошвы. На самом деле здесь очень высокий подъем, и реально высота каблука здесь 10-11 сантиметров. Стелька приклеена, она из такого вспененного материала, а сама платформа достаточно твердая, возможно из дерева, возможно из какого-то полимерного материала. Если взять язычок, то я вижу, что здесь с внутренней стороны это реальная кожа, она с двух сторон такая гладкая, а замша имеет тканевую основу с этой стороны внутренней. Примерки данной обуви не получится, потому что нет у меня модели с такой маленькой ножкой. В общем, фабричный аккуратный пошив. Противного запаха нет, скорее всего, немножко новой обувью пахнет, хотя она быстро выветривается, этот запах. Цена достаточно высокая для обуви на Алиэкспресс. Этих же денег обувь стоит и в моем городе, разве что модели такой не будет. Попробую замерить длину стельки. Держу. 24 сантиметра при заявленных 23. То есть, в принципе, наверное, должно соответствовать размерной таблице на сайте магазина. Так, и ширина или полнота получается около 8 сантиметров. Подошва здесь приклеена и пришита, и никаких тут остатков клея нигде нет. То есть очень качественное изготовление. А вас на этом благодарю за просмотр, оценивайте это видео и подписывайтесь на канал. До встречи!